Козероги, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и сегодня с вами мы будем разбирать очень интересную тему, а именно как смена кармических узлов повлияет на вашу жизнь на ближайшие 1,5 года. Смена оси Телец-Скорпион на ось Весы у нас с вами происходит 18 июля 2023 года, и будет этот период длиться до 11 января 2025 года. То есть вот такой длительный 1,5-годовалый цикл. У вас будут задета ось 10-4 домов. Здесь у вас будут происходить наиболее важные, значимые события, но тем не менее мы посмотрим и проанализируем, чего же вам стоит ждать, к чему подготовиться и как спланировать этот период для того, чтобы вы его прожили максимально плодотворно. Работаю сегодня с колодой Таро предвидения звездочета. Напоминаю сразу всем, кто интересуется и практикует сам. Уже много написали в комментариях. В принципе, в первом закрепленном мною комментарии всегда оставляю для вас ссылки. И для видео для ваших знаков зодиака, и на обзоры колод. Поэтому, если вы что-то упустили, можете это либо найти в соответствующих плейлистах на моем канале, либо посмотреть ссылки на видео в первом закрепленном комментарии. Итак, козерожки, мы с вами приступаем. Что у вас идет по первому дому? Ох, здесь шикарный аркан, колесница. Карта активности, движения, прорыва, новых возможностей. Почему именно? Потому что первый дом, иными словами, это у нас точка Я. Потому что это наша самооценка, это наш внешний облик, конституция тела. Наши манеры, темперамент, характер, наш тип самовыражения и восприятие себя. Здесь в целом это то, как мы себя позиционируем, какую социальную маску надеваем, как нас воспринимают окружающие, то есть чего мы достойны, к чему мы стремимся. И по колеснице могу сказать, что у многих будет такой потенциал или посыл: все, я двигаюсь вперед, я меняюсь. Вы можете меняться внешне, вы можете меняться внутренне, но помимо всего прочего, колесница очень часто говорит о ситуации, что вы будете меняться согласно тем нормам, законам, правилам, традициям, биоэнергетики тех мест, где вы будете находиться. Почему? Потому что колесница зачастую еще указывает на адаптивный период, подстройку под ситуации, согласно релокации вашего местонахождения, то есть то, куда вы переехали. Я не говорю, что все будут переезжать или эмигрировать, но по карте есть такая ситуация. И действительно, вы знаете, что если человек длительный период находится в каком-то месте, окружение, социум на него влияет, и он действительно может меняться внешне. Но для вас по колеснице это прорыв, это востребованность, это тяга людей к вам. Помимо всего прочего, это такой, не могу сказать, что прям воинственный характер, но ситуация, когда вы сами создаете себя, лепите себя, начинаете строить себя по кирпичикам, взращивать свой внутренний стержень. Колесница — это в первую очередь прокачка вашей самооценки, потому что то, как вы себя позиционируете вовне. И здесь, могу сказать, вас ожидает успех. Поэтому карта прекрасна. И все перемены, которые с вами будут происходить, как внешнего, так и внутреннего плана, они идут вам в плюс. Анализируем ваш второй дом и какие перемены произойдут в нем. По второму дому, у вас здесь просто шикарные перспективы. Колесо фортуны. Колесо фортуны, знаете, как карта денег в доме денег, карта везения и карта удачи. Второй дом, или как мы его называем, это наша точка возможностей. Это дом, который отвечает за имущество, доходы, за наши виды трат. Это те материальные ресурсы, которые нам и даются свыше от рождения, и те, которые мы нарабатываем сами. В любом случае, это бюджет, это благосостояние, это вопрос наших ресурсов. Причем ресурсы, здесь речь не только о деньгах. Ресурсы — это ваша энергетика. Нельзя это напрямую связывать со здоровьем. Это в первую очередь те вибрации, на которые в первую очередь идут к вам люди. То, что привлекает деньги, то, что в первую очередь дает вашу прокачку, ваши новые возможности. И здесь, как вы видите, по колесу фортуны меняется ваш финансовый план. Это открытие финансового потока, это открытие денежного канала, это выгодные сделки, это увеличение дохода. Для кого-то здесь может проходить ситуация выигрыша, но однозначно здесь идут вопросы обогащения. По-другому здесь не скажешь. Поэтому здесь у вас действительно перемены за переменами. Анализируем третий дом. Что пройдет по третьему дому?
Туз пентаклей. Ну, тьфу-тьфу-тьфу, могу сказать, потому что туз пентаклей на третий дом, на точку коммуникации. Вообще третий дом — это у нас наше общение, наши взаимоотношения с окружающими. То есть это наши родные, это соседи, это близкие родственники, в первую очередь, конечно же, братья и сестры. То есть круг нашего повседневного общения. Могут, конечно, здесь проходить также и коллеги, и руководители, но в целом у нас третий дом отвечает за командировки, краткосрочные поездки, путешествия, то есть поездки на какие-то недалекие расстояния. И краткосрочное обучение, то есть курсы, мастер-классы, вебинары, семинары, вопросы начального и среднего образования. Также это акцент на вопросы приобретения средств передвижения. А в целом это письма, это договора, это, говорю, бумажная волокита, это вопрос укрепления и развития вашего интеллекта и, самое главное, стабилизация нервной системы. Так вот, о чем здесь говорит туз пентаклей? Для вас это новые выгодные связи, которые будут вести вас к обогащению. Это люди, которые будут вам не только служить дружбой, да, то есть это какие-то верные союзы, это ваши единомышленники, это люди, которые вас заставят расти. Расти ментально, и это в свою очередь повлечет за собой рост вашего финансового благосостояния. Опять же, если брать вопросы, связанные с покупкой транспортных средств, туз пентаклей, как вы видите, это покупка автомобиля, если у вас его еще не было, или приобретение более статусного авто, потому что здесь, вот видите, вложиться — это карта роскоши, поэтому пусть так и будет. В качестве переписок, командировок — это новые контакты, новые связи, пусть будет много хаоса и суеты, но это то, что будет продуктивным, дает вам новые возможности. Здесь действительно просто, как говорят арканы, одно влечет за собой другое, и для вас это перспективный период. Анализируем с вами четвертый дом. Что по четвертому дому? Туз чаш. Смотрите, новое начало, новые возможности. И поскольку для вас наиболее значимой будет ось 4 и 10 домов, вот она у нас непосредственно проходит, как вы видите. Что такое туз чаш? Это радость, это полнота жизни, это дом полная чаша, это появление новых людей в вашем доме, в вашей семье. Будет и продолжение рода, рождение у вас детей или появление внуков. У кого-то может быть просто появление нового родственника, с которым вы будете совместно проживать под одной крышей. Будь то там приезд брата, сестры, которые будут учиться в высшем заведении, у вас какой-то период, но временно хотя бы подживать. Кто-то может взять себе возрастных родителей досматривать. Но в любом случае, как показывает эта карта, здесь для вас жизнь играет новыми ключами. И эти перемены для вас, они не в тягость, они в радость. Поскольку у нас 4-й дом — это точка происхождения, то есть, иными словами, это фундамент, на который мы опираемся, потому что это дом нашего детства, то есть там, где мы родились. Именно здесь закладывается основа наших будущих социальных побед, которые впоследствии у нас будут выражены по 10-му дому. Поэтому здесь это акцент на семейные корни, на родительский дом, на собственный дом, допустим, создание своего очага. Это недвижимость, это родина, это взаимоотношения с матерью и отцом. То есть для вас это, по сути, новое начало. Итак, если брать вопросы недвижимости по тузу чаш, для кого-то, как я говорю, видеть гнездо, делать, улучшить, там, сделать ремонт, создать красоту, создать уют и наслаждаться этим. Для кого-то выгодные покупки нового жилья, и вас, знаете, как будет это радовать, наполнять. Успешная продажа, если вы собирались это делать, по тузу чаш, то, что касается родины. Простите, но кто-то здесь может все-таки переезжать, потому что туз чаш — это новое место, на котором вы пускаете новые корни. Поэтому не для всех, но для большинства эти энергии будут звучать именно так. То есть обретение новой родины. Это укрепление взаимоотношений с родственниками, будь то братья, сестры, мать, отец, вторая половина. Видите, здесь как бы сплотиться. И если это касается родовых корней, то туз чаш — это найти информацию, ту, которую давно не могли найти. То есть то, что вас наполнит, порадует, потому что вы получили ответ на свои вопросы. Для кого-то, если вы встречались, это может быть желание жить под одной крышей, то есть наконец-то создать ячейку общества. Ну и, как я уже говорила, здесь действительно могут быть вопросы продолжения рода, поэтому у вас это прекрасный период. Анализируем с вами 5-й дом. Что пройдет по 5-му дому?
Пятый дом, шестерка чаш. Пятый дом, как мы его называем, точка влечений или дом удовольствий. Почему? Потому что он нас отвечает за искусство, за прихоти, в первую очередь за развлечения, игры, удовольствие, за азарт. Отвечает за творчество, успех, славу, за детей, за любовников, то есть это любовь, это физические удовольствия и, конечно, карта отдыха. Так вот, о чем здесь говорит шестерка чаш? Для кого-то это вернуться, возможно, в те увлечения, которыми вы были озадачены ранее. Ну, к примеру, раньше вы пошли на какой-то там новый для себя вид спорта, осваивали, что-то не получалось, бросили. То сейчас может возникнуть потребность вернуться, попробовать наново и, знаете, как более в эти вопросы углубиться, освоить. Потому что, знаете, как тоска или, знаете, какая-то как недосказанность, непоставленная точка. Вы хотите все-таки понять, ваше это или нет, потому что, в свое время уделяли этому внимание, сейчас захочется вернуться в эти основы. Если это касается в целом азарта, каких-то развлечений. Это может быть поехать в те места, где вы были ранее, которые вы уже знаете очень хорошо, но тем не менее здесь и радость, и ностальгия, и наполнение, и вы всегда рады возвращаться сюда вновь. То есть это посещение тех локаций, где вы отдыхали или бывали ранее. Если это касается вопросов детей, шестерка чаш – это все-таки укрепление родовых связей, поэтому здесь может проходить продолжение рода. Если это касается любовных каких-то отношений, то здесь может идти появление бывших ваших товарищей, как следствие попытки обновить эти отношения, начать все заново. Сейчас открою. Вот здесь в большей степени это актуально будет для девушек, для женщин, потому что здесь ложится королева жезлов. А для мужчин открываю, здесь ложится королева мечей. Поэтому могу сказать так, ждите на пороге, кто-то попытается установить наново контакт и воссоединить с вами союз. Смотрим, как для вас будет звучать шестой дом. Какие перемены пройдут по нему. Что здесь по шестому дому? Вот здесь карта выпала четко. Тройка монет в шестом доме, знаете, как аркан на своем месте. Почему? Потому что шестой дом, или мы называем его место силы, точка силы, он отвечает у нас за два аспекта. Это карьера и это здоровье. Потому что здесь проходит наша ежедневная работа, наши бытовые обязанности, служебные обязательства. Это наша забота о своем здоровье, потому что здесь проходит и наше самочувствие, и лечение болезней. Кстати, проходят домашние питомцы. Кто-то может вкладываться в домашних питомцев и их лечить, их восстанавливать, или вкладываться, допустим, в кинолога для того, чтобы обучать своего питомца. Здесь могут проходить долги, но долги не которые должны вы, а которые, допустим, должны вам, то есть решать эти вопросы. А в целом это дом службы, повседневных забот. И почему здесь переплетаются две сферы, карьера именно и здоровье? Потому что именно продуманная и комфортно организованная ваша работа, то есть ваши трудовые условия, они являются залогом вашего физического, психического и ментального здоровья. То есть, как я уже объясняла в предыдущих видео, если вы трудоголик, перерабатываете, пробои по здоровью. Если наоборот вы ведете слишком какой-то пассивный образ жизни, опять же могут быть пробои по здоровью. Поэтому здесь важно держать баланс. Шестой дом – это, в принципе, дом баланса. Так вот, тройка пентаклей говорит о том, что вы будете сконцентрированы на карьере, на планомерном ее выстраивании, вы будете погружаться в рабочие процессы, то есть здесь карта выпала для вас идеально. Не могу сказать, что для вас это первооснова, но кто-то будет строить карьерный рост, кто-то, если у вас свое дело, как планомерно прописывать и делать все так, чтобы бизнес имел развитие. И с точки зрения состояния здоровья это выполнять какие-то традиционные предписания врача. Потому что тройка пентаклей – это ежедневный труд. В чем он может заключаться? К примеру, вам прописали БАДы, витамины или лекарственные препараты. И я не могу сказать за всех, но есть категория людей, я, допустим, к ним отношусь. Когда-то что-то можно им забыть, да, несмотря на наличие будильника, там, таблетницы и прочих моментов, где-то там в хаосе, в делах бегаешь, думаешь, попозже выпью, забываете и сбивается график. Так вот, тройка пентаклей – это в первую очередь воспитание и формирование самодисциплины. В первую очередь, знаете, как ситуация, когда вы что-то делаете на постоянной основе.
Это может касаться не только приемов препарата, это может быть выполнение рекомендаций врача по соблюдению режима дня или вопросов там, диеты или какие-то определенные нагрузки, которые вам будут положены. Но здесь контроль, самодисциплина и регулярность. Вот то, что для вас будет наиболее важно и значимо. Поэтому здесь... Это, знаете, как заставлять себя в чем-то из-под палки, делать там себе 10 будильников, чтобы заставлять себя выполнять, ну, скажем, ту базу, которая вам необходима для не только поддержания здоровья, но и улучшения качества жизни. И опять же, тройка пентаклей не восьмерка пентаклей. Если восьмерка пентаклей мы перерабатываем, то тройка пентаклей – это работать в меру. Анализируем ваш 7-й дом. Что здесь пройдет по 7-му дому? Итак, десятка жезлов. Сложности. Сейчас объясню с чем. Если мы будем смотреть с вами ось 1-7 домов, почему 1-7? Потому что, видите, напротив 7 дома у вас ложится 1. И по сути он зеркалит ваше «я». Почему? Потому что не зря называют 7 дом точка «ты». Как ты себя позиционируешь вовне, в социум, так, по сути, как бы тебя зеркалит твое окружение, твои партнеры. И неважно, это партнеры личные по браку, да, или это деловые взаимоотношения. Вообще, за что у нас отвечает 7 дом? Это партнерство во всех его ипостасях. То есть деловое, личное. Это, в принципе, сама по себе ситуация, ну, каких-то договоров со знакомыми, обязательств, то есть то, что вы можете на себя брать. Потому что здесь... Это, в принципе, дом каких-либо контрактов, там, официального бракосочетания, венчания, то есть легальной какой-то совместной деятельности. То есть дом связей, союзов и партнерства на добровольных основах. Да, безусловно, здесь могут проходить ваши враги и конкуренты, потому что они тоже являются отображением нашего «я», как бы это странно не звучало. Так вот, о чем здесь может говорить десятка жезлов? Сейчас я даже ее дополню, и мы с вами посмотрим по всем сферам. Суд. Десятка жезлов и суд. Если это касается личного партнерства, это может быть сложность в плане восстановления взаимоотношений. Для тех, кто, допустим, свободен, здесь, как мы уже видели, будет момент, знаете, как войти в одну реку дважды, восстановление отношений с бывшими. Так вот, десятка жезлов и суд – это в чем-то сложность переступить свою гордыню, свою «я». Это сложность адаптации, притирки друг к другу, то есть идти на компромиссы и уступать. И если же это касается любовных треугольников, то это сложность в том, что вы здесь должны разорвать одну связь и двигаться уже дальше, но с каким-то одним партнером. Видите, здесь лошадь одна, не две. То есть сложность выбора. И здесь карта суд, она указывает на ситуацию, как определиться, с кем строить семью. Если вы в стабильных семейных союзах, десятка жезлов и суд. Это сложность в плане восстановления отношений и примирения. То есть забыть какие-то старые обиды, душевные раны, попытаться наладить взаимоотношения с родственниками, там, супруга или супруги. Это, знаете, как в чем-то переступить через себя. Это будет крайне сложно вам даваться. Это фактически как лезть в гильотину, но, поверьте, жизнь сладкой не бывает. Если это касается деловых взаимоотношений, сложности в плане ведения бизнеса с деловыми партнерами, потому что будет меняться концепция жизни. Вы хотите выше, быстрее, сильнее, активнее, кто-то вас будет тормозить. И вот здесь вам нужно будет фактически как пробудить, разбудить человека, заставить его двигаться в том направлении, в котором вы хотите. То есть добиваться тех целей, которые вы ставите. Потому что кто-то может устать, остыть, будет это неинтересно, на вас могут перекладывать груз обязанностей, ну, в общем, здесь будут сложности. Если это касается врагов и конкурентов, однозначно вы ставите палки в колеса, сладко вам не будет, и многие процессы вы будете решать в судебном порядке. Поэтому готовьтесь, не всегда коту масленица, да, карты у вас хорошие, но вы понимаете, все сферы жизни не могут быть идеальными. Анализируем с вами 8-й дом. Так, карта не перевернулась, поэтому я тоже не переворачиваю. Анализируем 8-й дом. Что по 8-му дому? Туз жезлов. Прекрасный аркан. Новая энергия, новое начало, новые возможности. 8-й дом, как мы называем его, точка границ или дом жизни и смерти, он у нас отвечает за общие капиталы, наследство, страховки, завещания. Это нотариальные дела, это расследование, это преобразование, это вопросы продолжительности жизни, вопросы смерти, тайны,
оккультных способностей, сексуальных контактов. Потому что в целом, что такое 8-й дом? Дом, который соответствует смерти и вопросам перерождения и колоссальных трансформаций. То есть как птица Феникс возрождаться из пепла. Потому что в метафизическом плане это переход к новой жизни. И вот здесь по тузу жезлов это у вас так и происходит. Кстати, 8-й дом у нас также отвечает за материальные ценности и финансовые дела вашего брачного или делового партнера. То есть, иными словами, можно назвать его еще дом чужих денег, которые вы не заработали, которые вам приходят извне. Ну, например, как подарки, спонсорство, меценатство, инвестиции в какое-то дело, или вы у кого-то на содержании, или опять же вам просто пришли как имущество по наследству или там по дарственной. То есть это фактически не то, что вы заработали, а то, что вы получаете, условно назову, за красивые глаза. Просто фортуна вам улыбается. На самом деле предпосылки могут быть здесь абсолютно разные, но тем не менее, видите, туз жезлов. Шанс, возможность. Итак, рассматриваем поэтапно. Если вы хотели кредитоваться, то есть суды, кредиты, ипотеки, пробуйте. Получится, ресурсы дадут. Опять же, если вы искали спонсора, инвестора для чего-либо, дерзайте, получится. Если рассматривать здесь ситуацию, опять же, туз жезлов, с точки зрения сексуальных контактов, для вас это повышенный уровень либидо. Здесь харизма, которая прет. И могу сказать, что вопрос сексуальных контактов для вас будет стоять здесь чаще. Знаю, напишут многие, а если я там свободен или свободна? Все мы взрослые люди, вы понимаете, о чем здесь идет речь. Значит, у вас будет больше процессов самоудовлетворения. Называем вещи своими именами. И если рассматривать это с точки зрения оккультных знаний, это резкая тяга и увлечение, то есть во что-то будете углубляться. Изучать, прям вы будете гореть этим, потому что по тузу жезлов это называется «спать не лягу», изучу все в интернете или прочту вот эти 3 книги, потому что вот я жажду этих знаний, жажду этой информации. Опять же, для кого-то это может быть изменение взглядов на вопросы и процессы страхования, в чем-то себя застраховать, потому что вы понимаете, что это будет актуально. Кто-то может заранее писать завещание. Вы также можете, допустим, на вас могут переписывать какое-то имущество с целью его сохранения. Вы можете это писать там дарственные, оформлять на своих детей, родственников, чтобы сохранить то, чем вы владеете. То есть для вас это будет правильный выбор, правильное решение. Если смотреть, дотягиваю, здесь 7 мечей, перспективы вопросов смерти, это не значит, что кто-то из нас хочет умереть. Речь не об этом. Это я смотрю, чего стоит опасаться. То вот смотрите, туз жезлов и 7 мечей. Здесь нужно быть крайне внимательным. В первую очередь с электроприборами, которые могут не работать, которые могут быть с дефектами. Потому что здесь, если смотреть по картам, это как может быть пробой. Ничего критичного, вопросов смерти здесь нет, потому что 7 мечей – это вопросы неисправности. Просто быть внимательным, осторожным, конечно же, не совершать глупости, не бросать фен в ванную, когда вы принимаете непосредственно какие-то солевые ванны или делаете грязи. Это образно. То есть здесь основной риск – быть осторожным с электроприборами. Все, никаких каких-то других моментов здесь я для вас не вижу. Все ли я озвучила вам по 8-му дому? Так, давайте с вами проанализируем. Если разбирать вопросы каких-то нотариальных дел, расследований, допустим, было какое-то дело, которое замяли, закрыли, это возобновить расследование по каким-то процессам. Если вдруг в вашей жизни такое есть, то есть начать наново. Смотрим и анализируем 9-й дом. Что по 9-му дому проходит? Туз мечей. Вы тут, я смотрю, решили все тузы достать, да? Прям смотрите, у вас все 4 туза. Это же надо такое, впервые такое вижу в раскладе. Именно в таком, 12 домов. 9-й дом. Как его мы называем? Это дом или точка духовности, личностного, ментального роста. Почему? Потому что 9-й дом у нас отвечает за нашу интеллектуальную жизнь, за вопросы религии, мировоззрения, философских убеждений, веры. Это дом высшего образования, это вопрос дальних путешествий, судебные дела, которые уже не только вы инициируете, которые уже идут или шли у вас. Опять же, решение вопросов с общественными институтами власти, то есть, иными словами, бюрократия.
ну и все, что у нас идет по вопросам иммиграции, путешествий и так далее. Итак, что такое туз мечей? Поскольку это интеллект, это прокачка знаний. В первую очередь это вопросы лингвистики, то есть изучение языков. Может, вам нужно по работе, по учебе, кто-то может это делать для себя, но акцент на этом. Кто-то будет углубляться в вопросы другой культуры, законодательной базы, изучать какие-то правила, нормы, ГОСТы, законы. Если вы собираетесь куда-то ехать, не просто даже там работать или учиться, даже если вы путешественник, но собираетесь там оставаться на какой-то длительный период, это фактически себя в чем-то обезопасить и подготовить себе эту базу. Поскольку у нас 9-й дом отвечает еще за институты власти, то есть для кого-то это получение документов, вид на жительство, восстановление паспорта, получение лицензий, восстановление каких-то документов. Это будет муторно, но тем не менее эффективно. Вы сможете эти процессы для себя завершить. Если рассматривать вопросы высшего образования, здесь есть ментальный посыл, и действительно кто-то может для себя решить получать второе образование. И не обязательно, что вам это нужно для карьеры или профессии, это может быть внутренняя потребность вашего организма, как прокачать себя. Опять же, туз мечей – это углубляться в вопросы религии, культуры, веры, особенно если вы внутренне понимаете, что есть какая-то эмоциональная, душевная пустота, и вы хотите найти ответы на свои вопросы, или та религия, в которой вы сейчас состоите, не соответствует вашим моральным убеждениям. Здесь фактически, знаете, как погрузиться в недры и найти эту информацию, потому что туз мечей – это интеллектуальный импульс. Вы не только сгенерировали какую-то идею, вы пытаетесь ее воплотить, то есть в этом разобраться, потому что это аналитика, это расчет, это холодный рассудок. По 9-му дому разобрались, идем по 10-му. Что у вас здесь по 10-му дому? Двойка пентаклей. Хотя ось 10 и 4 домов для вас является наиболее важной и значимой, вот здесь я дотягиваю, падает тройка чаш. Эти карты говорят о следующем. Поскольку 10-й дом это называют у нас точка цели, потому что это дом профессионального, социального успеха, это дом карьерного роста, это изменение социального статуса. Ну, то есть, допустим, вышли замуж, развелись, кто-то стал мамой, отцом, там, бабушками, дедушками, или вы стали опекуном, вы можете кого-то там удочерить, усыновить. Но в целом это репутация, это награда, это отработка кармы, это выбор рода занятий и ваши профессиональные достижения. То есть тот максимум, который вы можете получить от жизни. Что мы здесь видим? Двойка пентаклей и тройка чаш. Это может быть смена вашего увлечения, это может быть освоение попутное, ну, как параллельно изучение какой-то деятельности, потому что, ну, например, у вас может быть основная работа и какое-то хобби, которое вы попытаетесь монетизировать, то есть и вести его как дополнительную деятельность. Тройка чаш – это то, что как бы в большей степени для души, это то, что вы делаете для себя, но может у вас будут планы, чтобы это перевести потом в стабильный план и отказаться от основного вида деятельности, перейти на другой. То есть здесь только, могу сказать так, первые наработки. Здесь колоссального прорыва нет, но как мы видим по этим картам, это фактически будет закладываться то зерно успеха, которое будет процветать в дальнейшем. Анализируем с вами 11-й дом. Что у вас здесь? Смерть. А вот здесь кардинальные перемены. Почему? 11-й дом – это у нас дом социальности, или как мы его называем, дом общения, потому что у нас отвечает за наших единомышленников, за наших спонсоров, меценатов, покровителей. Это может быть наша целевая аудитория, это могут быть наши клиенты. То есть, грубо говоря, тот энергетический пласт, то окружение людей, которое нас поддержит и благодаря которым мы развиваемся и процветаем. Опять же, там защитники, советники, или вы можете быть чьим-то фаворитом, потому что это в целом дом мечты, дом исполнения целей, идеалов, планов, дом благотворительности. И вот здесь смерть указывает на реформы, на кардинальные перемены. Давайте посмотрим, что отказаться от мечты или выбрать какое-то иное направление. О чем здесь идет речь? И здесь ложится смерть и король мечей. Здесь действительно у вас идет настолько колоссальная смена фокуса вашего мировоззрения. Здесь будет меняться и окружение, и подход, и концепция жизни. Вы очень вырастете ментально за эти 1,5 года. Я не вижу, чтобы здесь были какие-то мега-покровители. Здесь по королю мечей это может быть один человек,
Почему? Потому что, видите, одно колода девятка пентаклей, тот, кто будет помогать финансово. Но помимо всего прочего, это человек, который для вас в какой-то степени будет как духовным путеводителем или наставником, за которым вы будете двигаться и расти дальше. Опять же, будет происходить перемена и понимание вот этих процессов причинно-следственных связей. А именно для того, чтобы что-то получить, нужно больше отдавать. Тем более девятка пентаклей, пусть у вас аркан и самодостаточности, и материальных благ, но вы должны понимать, что для того, чтобы что-то в жизни иметь, нужно что-то давать в социум вовне. Даже если вам сейчас это претит, просто задумайтесь над этим и посмотрите, как будет меняться ваша жизнь. Если вы по мере своих возможностей, конечно, это должна быть не обязаловка, это должна быть потребность вашей души, но в чем-то кому-то начнете помогать или заниматься благотворительностью. Будь то там приюты, там старики, дети или просто нуждающиеся люди. То есть по вашим силам. И вот здесь вот это кардинальным образом повлияет на всю вашу жизнь, потому что смерть и король мечей — это как выбор, это правильная переориентация, преобразование вашего окружения, вашего ментала, вашего подхода ко всему. И здесь это благоприятно скажется на других сферах жизни, потому что девятка жезлов, вы даете людям не только другую защиту по королеве чаш, это еще эмоциональная поддержка, ну, допустим, как волонтеры или аниматоры, как вариант для больных деток. И смотрите, по четверке жезлов это даст в жизни стабильность вам. Поэтому задумайтесь. Анализируем с вами 12-й дом. Что здесь у вас проходит? По 12-му дому Солнце. Это, с одной стороны, прекрасно, с другой стороны, сейчас буду объяснять. Сейчас хочу, давайте сразу дотяну, чтобы не было этих моментов, и скажу, что меня здесь смущало. Нет, все хорошо. Смотрите, поскольку Солнце это у нас энергия, 12-й дом, как мы называем его, точка одиночества или дом одиночества, изоляции, отчуждения или дом интроверта. И вот иногда, когда Солнце попадает в 12-й дом, это может указывать на блокировку энергии. То есть это могут быть внутренние блоки, это могут быть родовые программы или деструктивные программы. Но я дотягиваю аркан, у вас здесь все в порядке, все стабильно, поэтому переживать по этому поводу об этом не стоит. О чем же здесь тогда говорят карты? Паж Пентаклей — это получить новый опыт. А 12-й дом у нас отвечает за монастыри, больницы, клиники, санатории, дома отдыха, места силы, паломничества, ретриты. Здесь изоляция у нас может быть как добровольная, так и добровольно-принудительная. То есть это могут быть тюрьмы, это может быть вахтовый метод работы, и вы вынуждены куда-то уезжать на длительный период. Это может быть, в принципе, работа и реализация в каких-либо тайных, секретных, закрытых организациях, может быть, какое-то военное предприятие. И в целом основные характеристики 12-го дома, то есть это тайны, глубинная память, уединение, приюты, тайные связи, тайные враги, скрытые болезни, оккультные знания, и опять же тоже вопросы кармы. О чем же здесь говорит комбинация карт? Получить новый опыт по сублимации взращивания энергии. Ретрит, святые места, паломничество, приложиться, знаете, там, к мощам, посетить места силы. Больше отдыха, уединения, не распылять свою энергию на всех и вся. То есть в большей степени уделять время себе, любимым людям, концентрировать энергию только на важных и на значимых делах. Особенно то, что вам дает новый опыт и новые знания. Опять же, отдавать и концентрировать энергию детям. Если мы с вами здесь посмотрим, видите, здесь у нас в 5-м доме шестерка чаш, а в 4-м доме туз чаш. Вот эти карты для кого-то, не для всех, для тех, кто желает, для тех, кто является представителями детородного возраста. Желание пополнения рода, то есть будете работать над этой ситуацией, и в этом случае это может быть ситуация, когда вы находитесь в санатории или там в больнице с целью сохранения ребенка. Если мы с вами будем смотреть вопросы оккультных связей, получение нового опыта, новых знаний, которые для вас могут решить, ну пусть не все, но многие проблемы. Потому что Солнце — это открыть себе дорогу, открыть пути. Это освещение, это получение тех знаний, которые для вас фундаментальны, важны, необходимы, которые вы применяете на практике. Опять же, осознание, получение какой-то важной информации. И финансовая помощь с вашей стороны, приютом, может быть, там в больнице. В прямом смысле слова даже можете поддерживать людей и морально, и материально в местах не столь отдаленных, если там какие-то родственники или знакомые, не дай бог.
Еще что проходит по этим арканам? Ну, в целом это как быть на отдыхе, чаще отдыхать, наполняться энергией, новыми знаниями, поэтому здесь для вас прекрасный период. Посмотрим рекомендацию на этот полуторагодовалый цикл, о чем здесь может идти речь. Двойка жезлов. Найди альтернативу, выбери свой путь. Фактически эта тема выбора, она для вас будет стоять эти 1,5 года. То есть направо пойти или налево пойти. Почему? Потому что от вашего выбора будет зависеть, получите ли вы в жизни те материальные блага, которые хотите, ту стабильность, к которой стремитесь. Причем стабильность это у вас не только в финансовом аспекте, но королева пентаклей это создание семьи, это продолжение рода, это в принципе, знаете, как обрести какую-то точку опоры. Королева мечей указывает на ваши интеллектуальные рассуждения, и 7 жезлов это проявлять максимум энергии, чтобы добиться своего. Поэтому действуйте, дерзайте, и тогда по 8 чаш вы легко сможете уйти от прошлого, от того, что вас угнетало, расстраивало или дестабилизировало, потому что по 2 жезлов это выбор нового пути, это всегда альтернатива. Что ж, я желаю вам продуктивного цикла, мои хорошие козероги. От вас по прошествии периода или в течение периода буду ждать энергообмена, поэтому пишите, отыгрывается ли расклад или нет, как у вас происходит ситуация в целом. Благодарна каждому из вас за ваши лайки, комментарии, за ваши донаты. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь и обязательно будете в курсе всех последних видео. Я вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. Еще услышимся.